На днях пенсионер из пригорода Магадана Владимир Попов добровольно пожелал отказаться от ежемесячной надбавки к пенсии в размере 683 рубля 66 копеек. Ветеран труда объяснил, что он оскорблен этой подачкой от государства. Свой ответ власти пенсионер оформил в заявлении, в котором попросил перечислять эти деньги в пользу председателя правительства Дмитрия Медведева, в том числе для помощи в борьбе с пенсионерами. Я не безумец, Пеппер. Я наконец-то понял, что я должен делать. И сердце подсказывает, я прав. Напомню, что с 1 января 2019 года в России в рамках пенсионной реформы правительство планирует увеличивать среднюю пенсию по стране на 1000 рублей в год в течение 6 лет. Данное повышение по плану правительства обеспечит рост пенсий более высокими темпами, чем в предыдущие годы, и опередит уровень инфляции. Однако, как видно, планируемые в новом году надбавки к пенсиям ненамного превысят надбавку, которая накануне вызвала нескрываемое разочарование у магаданского пенсионера. Политика – это значит прикидываться, что не знаешь того, что известно всем. И что тебе известно то, чего никто не знает. Прикидываться, что слышишь то, что никому не понятно. И не прислушиваться к тому, что слышно всем. У государства и народа разные взгляды на то, каким должен быть размер пенсии. В контексте приведенного примера ситуация с пенсиями в стране похожа на бомбу с механизмом замедленного действия. При этом от предотвращения взрыва нас отделяет лишь ответ на вопрос: что могли бы сделать народ и государство, чтобы размер пенсии россиян поднялся до достойного уровня? Может быть, всем пенсионерам последовать примеру Владимира Попова и отказаться от надбавок к пенсиям. Однако есть риск, что в правительстве такой поступок могут воспринять как свидетельство того, что пенсии у россиян более чем достойные, в связи с чем пенсию россиян напротив могут уменьшить, чтобы больше при ее получении сбоев не возникало. Что у вас произошло? Я вам денежки принес за квартиру за январь. Вот спасибо, хорошо. Положите на комод. В ходе проходившей на днях пресс-конференции по итогам года Дмитрий Медведев назвал пенсионную реформу самым трудным решением десятилетия. Поэтому, если уж отказываться от чего-то, то это от всей пенсии. Во-первых, судя по статистике средней продолжительности жизни в стране, как бы не хотелось обратного, неизвестно, доживут ли до нее будущие пенсионеры. Во-вторых, полный отказ всех граждан от пенсий непременно заставит правительство задуматься. Власть годами готовилась к увеличению пенсионного возраста, а люди взяли и сами отказались от пенсий. Правительство, осознав, что оно понятия не имеет, что нужно народу, уйдет в отставку, а граждане наконец выберут ту власть, о которой давно мечтали. Минус в данном случае в том, что пока правительство будет осознавать свои ошибки, пенсионеры, отказавшиеся от пенсий, вымрут. Страна на грани краха. Увы, да. В стране развал. Надо призвать правительство к решительным мерам и действиям. И я придумал, как это сделать. Да, ну я-то при чем? Именно вы можете спасти страну. А что я могу сделать? Вы должны совершить самосожжение на Красной площади. Возможно, что власть, понимая всю опасность положения, имеет какие-то свои личные причины для сохранения ситуации, в которой темпы и размеры роста пенсий не отражают ожидания пенсионеров. К слову сказать, на днях Анатолий Чубайс, руководитель Роснана, обвинил россиян в неблагодарности к олигархам. Экс-чиновник подчеркнул, что постсоветский бизнес восстановил безнадежно обрушившиеся предприятия, вернул работу людям, создал условия для роста экономики. И так и не услышал за это от народа добрых слов. Может быть, из-за регулярной критики власти со стороны народа правительство страны испытывает аналогичные грустные чувства к населению, как Чубайс к российскому обществу? В связи с этим, вероятно, что для достойного повышения пенсий людям всего лишь-то и нужно, что выразить благодарность российской власти за ее заботу. Все отдавали, все силы отдавали, не жалея себя, для Родины. Ну и что вам за это ваша Родина? А Родина помогла нам хорошо. Чем помогла? А как бы пенсию дали хорошую. Большую? Хорошую-то? 1500. В то же время у власти за долгие годы работы должен был выработаться иммунитет к подобным негативным реакциям общественности. Поэтому причиной отсутствия популярного решения пенсионного вопроса вполне может быть что-то иное. Например, ожидание, что все решится само собой. И повод для этого есть. На днях Росрыболовство объявило, что стоимость красной икры в России упала вдвое. Вдруг правительство планирует, что цены на все товары подешевеют вдвое, как в случае с красной икрой. Вообще, в канун Нового года человеку свойственно поддаваться сентиментальным чувствам и верить в то, что все загаданные желания непременно исполнятся. Санта! Да. Ты принес мне подарок? Нет.
Ведь я не говорил, чего хотел. Я и сказал, что ничего не принес. Однако настраиваться на то, что в ближайшее время в России произойдет тотальное падение цен, рано. В подтверждение этому говорит опрос, проведенный на днях РБК. По данным этого телеканала, лишь 6 из 74 опрошенных им депутатов Госдумы пенсионного возраста готовы отказаться от пенсионных надбавок по истечении срока полномочий. Люди, от которых зависит будущее страны, видят дальше и больше, чем все остальные. Поэтому, возможно, что депутаты этими действиями не столько хотели сказать, что денег много не бывает, сколько стремились предупредить народ о приближении еще более тяжелых времен. Вас предупреждали. Вас же предупреждали? Друзья, если серьезно, то понятие «достойная пенсия» относительно. Для кого-то щи жидкие, а для кого-то бриллианты мелкие. Но определенно ее размер должен быть соизмерим с реальными ценами и объективными потребностями людей. Пенсионный вопрос рано или поздно коснется каждого из нас. По крайней мере, друзья, я всем вам желаю долгих лет жизни. А чтобы на этом пути вам было не скучно, подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором» и будьте в курсе самых важных социальных новостей и не только, с долей авторского юмора. Спасибо за внимание, пока!